Бонжур, мезами! Не просто так я сегодня здороваюсь по-французски. Так уж случилось, что при всей моей большой любви к французской кухне до сегодняшнего дня и в блоге, и на канале не было главного рецепта самой главной французской выпечки. Да, сегодня наконец-то будем делать круассаны, которые вы так давно у меня просили. Будем делать настоящие, вкуснейшие французские круассаны. С нуля от момента приготовления теста до отправления их в духовку. И не снимал этот рецепт до сих пор я вовсе не потому, что он требует какой-то кропотливой работы. Просто времени требуется чуть дольше, чем на другие рецепты, так как процесс приготовления слоеного дрожжевого теста, а именно такое необходимо для круассанов, этот процесс достаточно продолжительный. В общем, меньше слов, больше дела. Поехали! Так как тесто дрожжевое, прежде всего нам необходимо подготовить дрожжи. Для этого берем теплую воду, не горячую, а именно теплую. Обязательно проверьте ее пальцем, чтобы дрожжи не сварились. Добавляем немного сахара, хорошо перемешиваем и засыпаем туда дрожжи. Также хорошо перемешиваем, аккуратно. И отставляем в сторону минут на 10, пусть просыпаются. Дрожжи обязательно должны активизироваться, они обязательно должны начать пениться, начать работать. Если вдруг этого не произошло, значит ваши дрожжи безработные. Их можно отправить куда угодно, даже за пособием по безработице, только не в тесто. Само собой, без муки тесто не приготовить, нам потребуется много муки. Туда же к муке добавляем соль и сахар. И все это хорошо перемешиваем, прямо руками. И в самом конце, в середине, как всегда, делаем углубление. Когда дрожжи проснутся, выливаем их в то самое углубление. Туда же добавляем молоко, оно тоже не должно быть холодным и горячим быть не должно. В общем, теплое молоко. И начинаем замешивать тесто. Аккуратно, руками, круговыми движениями, собирая муку с краев к центру. Тесто для круассанов лучше готовить именно руками, не миксером. Так его качество получается лучше. Когда мука соединится с жидкостью, добавляем размягченное сливочное масло. Когда масло полностью интегрируется в тесто, оно уже не будет липнуть к краям миски. Перемещаем его на столешницу, присыпать мукой дополнительно не нужно. И начинаем месить. В процессе можно слегка, любя, поколачивать тесто. Это пойдет ему на пользу. Так оно лучше будет себя вести. Но делаем все спокойно, уверенными движениями. Тесто нужно вымесить до однородного, гладкого состояния. В самом конце формируем из теста такой плоский прямоугольник. Упаковываем его в пищевую пленку. Чем ровнее и правильнее получится прямоугольник, тем проще будет в дальнейшем тесто раскатывать. И убираем тесто в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Можно оставить часов на 12 и даже на сутки. Предварительно также необходимо подготовить масло. Для этого достаем его из холодильника заранее, чтобы как следует размягчить. И также нам понадобится щедрый кусок пергамента. Выкладываем кусок масла в середину. И сначала руками превращаем в такую небольшую лепеху. Теперь из пергамента необходимо соорудить конверт размером где-то 20 на 20 сантиметров. И с помощью скалки распределяем масло внутри. В результате нам и нужно получить такой ровный квадратный пласт масла. Распределяем его тщательно, чтобы все пустоты оказались заполнены. И вот такой аккуратный, ровный, красивый у меня получился квадрат. Квадрат Маслевича. Теперь отправлю его в холодильник. Масло понадобится нам тогда, когда уже будет готово тесто. Тесто как следует отдохнуло, масло тоже готово. Перед тем, как их объединять, лучше достать из холодильника чуть заранее. И тесто, и масло должны быть примерно одинаковой эластичности, чтобы раскатывать все было проще. Минут за 10 достать из холодильника будет вполне достаточно. Присыпаем столешницу мукой, выкладываем на нее прямоугольник теста. Сверху также немного присыпаем его мукой, излишки стряхиваем. Вооружаемся скалкой. И начинаем тесто раскатывать. В результате нам необходимо получить прямоугольник по размеру в 2 раза больше, чем квадрат масла. В процессе обязательно измеряем, прикладывая масло. Ну и если с глазомером проблемы, вооружайтесь линейкой. Слишком заранее доставать тесто из холодильника не нужно. Оно все-таки должно быть прохладным, так проще будет раскатываться. И перегревать при комнатной температуре в процессе раскатки его тоже ни в коем случае нельзя. Выкладываем на тесто масло. И запечатываем масло в конверт из теста.
Присыпаем мукой. Излишки обязательно стряхиваем. Теперь постарайтесь запомнить схему расположения теста. Выберите одну сторону, с которой у вас будет находиться вот эта главная складка. Я выбираю справа и при дальнейшей раскладке теста буду этой схемы придерживаться. Теперь масло с тестом нужно раскатать. Припечатываем с одной стороны, с другой стороны и затем припечатываем по всей площади. А теперь от середины к краям в одном направлении, ну точнее в двух, от себя и к себе. Начинаем раскатывать тесто. И в результате мы опять же получаем вытянутый прямоугольник теста, но уже с маслом внутри. Теперь схема такая. Загибаем сверху, получая примерно треть. И снизу получая примерно 2/3. И немного подкатываем, особенно в месте стыка. Слегка. Теперь складываем вдвое, немного приплющиваем. И здесь мы уже получили 4 слоя масла и 8 слоев теста. Процесс сворачивания и получения слоев в тесте для круассанов называется тураж. Упаковываем тесто в пергамент или пищевую пленку и убираем в холодильник на час. Не стоит пренебрегать временем, которое отводится на отдых теста в холодильнике. Это помогает получить тесто лучшего качества, а в результате получить более красивые, аппетитные и вкусные круассаны. Тесто час отдохнуло, самое время продолжить тураж. Опять же присыпаем, выкладываем, складочка справа. И раскатываем в тонкий прямоугольник. Прямоугольник должен получиться одинаковой толщины по всей площади. Раскатываем тщательно. Чтобы процесс шел веселее, можно что-нибудь напевать. Обязательно французское. Дальше схема сворачивания такая. Загибаем треть и третью накрываем. Подрасплющиваем сразу, чтобы в процессе было проще раскатать. Снова упаковываем в пергамент или пищевую пленку и отправляем в холодильник еще на час. Тесто окончательно готово, теперь пора его раскатать и накрутить круассаны. Выкладываем также на столешницу присыпанную мукой, сверху опять же присыпаем мукой, снова встряхиваем и также, не торопясь, уверенными движениями начинаем раскатывать тесто. Делаем это уверенно, но аккуратно, чтобы не порвать уже нежнейшие слои. В то же время раскатать тесто нужно достаточно тонко. На последнюю раскатку может потребоваться чуть больше сил. Ну, заодно можно и мускулы подкачать. Толщина у теста должна быть где-то 4 мм, максимум 5. Здесь у меня 28 сантиметров, а здесь 64. И теперь из получившегося прямоугольника нам нужно нарезать несколько треугольников. Основание у каждого такого треугольника должно быть сантиметров 8. Края подрезаем. Из этого можно скрутить какие-нибудь оригинальные круассаны. Резать нужно либо острым ножом, либо специальным резаком, стараясь не рвать тесто, а именно быстро резать. Теперь нам сразу необходим противень, застеленный бумагой для выпечки. Скручиваем круассаны таким образом. Немного подтягиваем треугольники, у основания немножко растягиваем, делаем в середине небольшой надрез, берем за углы в основании и начинаем вот таким вот образом скручивать круассан. В процессе немного подтягивая хвостик. И в самом конце придаем им такую скругленную форму. И выкладываем красавчиков на противень. Делаем надрез, беремся за уголки и скручиваем круассан. Немножко скругляем, придавая форму полумесяца. И на противень. Количеством на одном противне лучше не злоупотреблять. В идеале это 6 круассанов на противень, так как они будут подниматься и чтобы каждому хватило места. Из обрезков тоже можно накрутить круассаны. Я крошку круассанчик из обрезков. Вот. Круассаны можно приготовить заранее и часов на 12 отправить в холодильник, затем также разложить на противень и оставить подниматься те самые час-полтора. А можно отправить и в морозилку, где круассаны будут храниться в качестве полуфабрикатов. Затем достаем, размораживаем прямо на противне, оставляем также подниматься и в духовку. Круассаны, которые убираем в холодильник, не забываем накрывать пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Теперь противень нужно накрыть пленкой, натягивать ее не нужно, чтобы не давить круассаны. И при комнатной температуре оставляем на час-полтора, круассаны должны вырасти раза в 2. Спешить никуда не нужно. Духовка раскочегарена, разогрета до 200 градусов. Круассаны поднялись. После того, как они выросли, как видите, места на противне больше, чем на 6 круассанов и не осталось. Теперь остается последний штрих, прежде чем отправить их выпекаться. Берем яйцо, хорошо взбиваем его вилкой.
и аккуратно, но тщательно смазываем круассаны сверху. Это обеспечит красивую, аппетитную, золотую, хрустящую корочку. Круассаны можно смазывать яйцом и 2 раза. Сначала сразу после того, как скрутили, перед тем, как они поднялись, и потом уже 2-й раз перед отправлением в духовку. Это позволит получить еще более хрустящую корочку, но в то же время круассаны будут более поджаристыми. Я рекомендую вам попробовать и так, и сяк, для того, чтобы самим решить, какой способ нравится больше. И отправляем круассаны в духовку. Как я уже сказал, к этому моменту она должна быть полностью разогретой. На 200 градусов выпекаем 10 минут, затем убавляем температуру в духовке до 185-190 и выпекаем еще 10-12 минут до готовности. Круассаны должны подняться, должны обрести красивую румяную корочку сверху и должны хорошо пропечься внутри. Но смотрите, не сожгите. Это какое-то волшебство, просто невероятная красота. А аромат в квартире, как в Париже, вот ни больше, ни меньше. Теперь круассанам совсем немного дам отдохнуть на противне и переложу на какую-нибудь решетку, чтобы они не пережарились и не опечалились. Но полностью давать остывать круассанам — это, конечно, кощунство. Срочно делать кофе, чай, что угодно и уплетать за обе щеки. Божественно. Вот ничуть не преувеличиваю. Хрустящая корочка, а внутри они такие нежные, воздушные. И такие все слоистые. Скажу я вам честно, такие домашние круассаны гораздо круче, чем те, что можно попробовать в парижских пекарнях. Просто с ума сойти можно. Как это вкусно. Подробный рецепт, как всегда, в блоге. Ссылка под видео, там же список ингредиентов, там же ваши комментарии, вопросы, дополнения, если такие имеются. Просто пообщаться. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Также не забывайте сделать фотки своих круассанов, запостить их в Instagram, ставьте хэштег CookingFun, отмечайте меня на фото. С радостью посмотрю, что у вас получилось. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока.